Итак, приготовили рабочее место, я имею в виду заправили швейную машинку, убрали все лишнее, оставили все только самое нужное. Я специально для вас убрала оверлок, оставила только машинку прямострочную, оставила, ну конечно же, очки, оставила нити-обрезатель, пинцетик на всякий случай и магнитик для иголочек, для булавочек. Ну и установила лампу над собой, сейчас я ее включу, пока не включаю, потому что будет сильно отсвечивать. В общем, подготовили рабочее место. Я заправила нитки соответствующие, то есть в тон моей ткани основной. Итак, я заправила швейную машинку ниткой в тон, выставляю стежок обыкновенный, то есть прямую строчку, выставляю длину стежка 2,5 мм, и у меня это серединка, то есть я буду шить по серединке. Покажу. Я буду показывать, то есть на камеру я буду строчить не все детали, но покажу одну детальку какую-нибудь сейчас. Любую, в принципе, берем детальку. И смотрите, я буду шить, несмотря на то, что здесь у меня вот такие вот загибы, я буду шить со стороны плащевки. Плащевая ткань намного плотнее, чем подкладочка. Поэтому если мы будем шить со стороны подкладочки, то она, возможно, вытянется, и вот здесь у нас в конце строчки не сойдутся два слоя ткани. Но, конечно, если вы на металле, то вы можете шить с любой стороны. Если ваша наметочка достаточно меленькая, аккуратненькая, она у вас никуда не съедет. Но я буду шить по булавочкам, поэтому я буду шить со стороны плащевки. Еще обратите внимание, я сейчас попробую камеру навести так, чтобы вам было видно. Обратите внимание, край лапки у меня практически совпадает, вот так сейчас опущу, чтобы видно было, практически совпадает с краем ткани. То есть мы с вами припуск оставляли 1 сантиметр, а ширина вот этой половинки лапки 0,7, ровно 0,7. Она у нас стандартная. Значит, чтобы получился 1 сантиметр, нам нужно здесь, чтобы осталось 2-3 миллиметра. Ну, хотя бы приблизительно, да, то есть не в точности. Сейчас мы до миллиметра измерить не можем. Я убираю первую булавочку. Так, поправляю. Ну, вообще-то, как бы по правилам, сначала нужно опустить иголочку. Потом опускаем лапку и начинаем строчить. Ну, я думаю, что если вы взялись шить, то вы, скорее всего, строчить умеете, поэтому учить строчить я вас не буду. Вначале обязательно делаем закрепочку. Так, и пошли строчить. Убираем булавочку, обязательно здесь все расправляем, потому что у нас вот здесь, если мы не расправим, у нас будут защипы, нам этого не нужно. Пальчиками вот так проверяем, все расправляем и шьем дальше. Прежде чем убрать булавочку или как-то что-то поправить ткань, иголочку опускаем максимально вниз. То есть иголка должна быть внутри, иначе у нас шовчик съедет и будет некрасиво. В конце строчки обязательно также сделали закрепочку и обязательно проверим и с одной стороны, и с другой стороны, чтобы у нас не было никаких защипов. Все аккуратненько. Еще, смотрите, видите, у меня очень сыпется подкладочная ткань. Ее, конечно, можно обработать. Можно прям вот так взять сейчас и просто прострочить оверлочной строчкой. Но если у вас нет оверлока, можно прострочить зигзагообразной строчкой. А можно сделать проще. Просто вот так слегка припалить краешки, аккуратненько. Как мы в детстве припаливали края бантиков, помните? Все, и он у нас, этот край будет, никуда не денется, то есть дальше не будет распускаться. Вот эти вот большие махрушки можно обрезать.
Можно зажигалочкой, можно зажечь свечку. У меня зажигалка уже на исходе, надо менять. Вот так вот. Все. Таким образом я сшиваю полностью детали подкладки. Подкладки под борта и на спинке точно так же. Итак, подготовили все детальки, сшили, обработали края, и теперь нам нужно будет их заутюжить. Я буду вот эти припуски заутюживать на сторону обтачки и подборта. Для чего? Смотрите, если вам будет видно, если мы сейчас их заутюжим на сторону подборта, у нас здесь не будет видно этого припуска. Если мы будем заутюживать на сторону подкладки, я думаю, что вам видно, припуск виден. Но как бы это не очень красиво, несмотря на то, что у нас будет белая подкладка, белый там еще синтепон, но все-таки это все видно и некрасиво. Поэтому я буду заутюживать именно на сторону обтачки, на сторону плащевки. Плащевка у меня непрозрачная, поэтому я буду заутюживать так. Еще раз повторяю, я уже говорила в начале нашей работы, что плащевку желательно, конечно, протестировать. То есть протестируйте ткань вообще, возможно ли ее гладить и как ее лучше гладить. Может быть, вашу ткань лучше гладить через проутюжильник какой-нибудь. Это может быть какая-то тонкая хлопчатобумажная ткань. Еще я свои заутюжные швы вот так фиксирую кабанчиком. Смотрю сюда. Все красивенько. Еще раз проглаживаем, если что-то не так, если что-то не нравится. И еще раз кабанчиком. То есть я просто остужаю шовчик горячий. То же самое и с подбортом. Я проглаживаю подбортик и заутюживаю на сторону подборта припуск. И, конечно же, так делаю со всеми детальками. Кабанчик у меня, кстати, самодельный. Внутри опилки. Опилки я покупала в магазине для животных. Там чистенькие опилочки, такие хорошенькие, миленькие. То есть они очень подходят. В общем, вот так мы с вами отглаживаем все наши детальки. И еще хочу добавить, если есть желание, вот здесь на обтачке по спинке вы можете вышить свои инициалы. Вам же будет приятно смотреть на них и знать, что это изделие сделали вы собственными руками. Итак, подкладочка наша готовая. Посмотрите, какая прелесть у нас получается. Если у вас ткань яркая, то еще симпатичнее будет смотреться. Но пока подкладочку убираем. Я беру спинку из плащевой ткани. То есть это у меня основная деталь. И мы сейчас с вами должны нарисовать линии, по которым будем стягать. Мы с вами уже определились, какая у нас будет стежка. Это может быть квадраты, это может быть ромбы, мелкие, крупные детали. Это могут быть полосы. Это могут быть полосы по косой, это могут быть полосы по прямой или какие-то вот такие полосы. То есть все, что вы хотите. Но мы должны сейчас прорисовать эти полосы или квадраты или ромбы на ткани, на плащевке. Ну, например, вы хотите что-то простое, не хотите заморачиваться, допустим, это будут полосы. От нижнего среза, смотрите, у нас здесь 5 сантиметров было, вот здесь видно, да, 5 сантиметров мы с вами отступали. Значит, нам необходимо отступить эти 5 сантиметров, чтобы они у нас не попали под стежку. Проводим ровную линию. И эти 5 сантиметров мы не стягаем. Я вот думаю, видно будет, не видно? Думаю, что видно. Да, хорошо видно. И от этого места мы начинаем стягать.
Что еще хочу сказать по стежке? Не обязательно делать ровные полосы, квадраты или ромбы. Не обязательно делать то, что делают другие. Вы можете нарисовать какие-то волны, вы можете нарисовать какие-то фигурки, и у вас будет оригинальная стежка. Но я советую взять небольшой кусочек ткани, точно такой же ткани, что мы будем стягать. То есть это должно быть столько же слоев, что и наша стежка. Это будет, допустим, 10 на 10, например, вырежете квадратик плащевки, квадратик синтепона, квадратик подложки. Закрепите их обязательно по краям. Обязательно закрепите. И можно даже прострочить по краям прямой строчкой, примерно на 0,5 от края среза. Далее вы скалываете булавочками полностью все эти 10 на 10. Скалываете булавочками, все 3 слоя вы закалываете. Ну или сначала вы прорисовываете рисунок, потом закалываете и потихонечку проходитесь уже машинкой, то есть прямой строчкой. Это у нас как тест. Ну, можно в принципе протестировать. Я, кстати, еще не решила. Мне хочется, конечно, чего-то оригинального, но не хочется сильно надолго это все затягивать. Я взяла кусочек ткани. Здесь у меня сразу все. И плащевка, и синтепон, и подложка. Да? Значит, у меня кусочек ткани 24 на 19. Я прострочила несколько вариантов стежки. Ну, то есть просто простые линии, обычные прямые, да, между линиями 5 сантиметров. Но это, в принципе, и не важно. Главное мне было понять, какую строчку мне строчить. Я не хочу прямую строчку. Ну, не хочется мне, да, чтобы просто она была прямой. И я сделала несколько вариантов. Двойной иглой я прострочила, и у меня получилось несколько вариантов. И я, наверное, все-таки для себя выбрала, вот мне вот этот нравится вариант, и вот этот нравится вариант. Я, наверное, все-таки вот этот выберу. Он такой необычный, ну, то есть я на стежках не видела, в принципе, таких строчек. Поэтому я буду выбирать, то есть я буду строчить вот этой строчкой. Ну и давайте, что мы вообще должны сделать, чтобы сделать стежку? Ну, во-первых, нарисовать на самой спинке. Что мы будем делать? Ромбы, квадраты или полосы? Квадраты не хочу, ромбы у меня уже были. Полосы вроде тоже были, но полосы с простой прямой строчкой. В общем, я решила все-таки сделать полосы. Они у меня в любом случае будут необычными. То есть строчка у меня будет двойной иглой. И она у меня будет, сама строчка будет красивой. Не прямая строчка, а будет красивой. Значит, я себе делаю полосы шириной 8 сантиметров. Смотрите, я от первой линии отложила 8 сантиметров, поставила точку. От этой точки отложила 8 сантиметров, поставила точку. От этой точки я вот так прикладываю сантиметровую ленту. Отложила 8 сантиметров, здесь у меня уже нет ткани, я переношу эту точку сюда. Она в любом случае будет 8 сантиметров. Также здесь можно сюда, то есть нам главное, чтобы провести вот так ровные линии. Все, видите, у меня получается последняя 8 сантиметров, последняя полоса. И здесь у меня до плечевой линии 9,5 сантиметров осталось. Здесь я уже не буду эти кусочки прошивать. Значит, прорисовали наш рисунок. Убираю я все лишнее. Это у меня лицевая сторона. Я кладу вот так изнаночной кверху. Сверху кладу синтепоновую часть, синтепоновую спинку. Сверху подложку выкладываю. И все это скалываю по краям. Делаем это все аккуратненько, чтобы у нас все сошлось. Потому что, ну, все-таки у нас ткани совершенно разные. И они у нас должны все сойтись. Вот так я выкладываю, да, все 3 слоя ткани и закалываю вот так по периметру, то есть по всем краям, по всем срезам закалываю булавочками. Но этого будет недостаточно.
Здесь не то, что хотите или не хотите, не то, что новичок или не новичок. Здесь просто я советую полностью по краям пройтись прямой строчкой. Но строчка это может быть 0,4-0,5 миллиметров. То есть не обязательно 2-2,5 миллиметра. Фиксируем все наши детали таким образом. То же самое мы делаем с вами и на полочке, но что касается полочки, мы сначала должны с вами определиться с карманом. Я пока полочку откладываю, сейчас уже закончу со спинкой. Когда мы с вами будем фиксировать наши срезы, обязательно вот так вот, да, смотрим, чтобы все 3 среза были ровненько у нас, были на одном уровне. Потому что когда мы будем с вами строчить по краям, у нас не должно ничего нигде отскочить. Все должно у нас под иголочку попасть. И, кстати, строчить вот эту строчку закрепочную от среза на 0,5. Больше не нужно, меньше вряд ли у вас получится, но меньше тоже не нужно, потому что у нас все-таки слой толстый и где-то что-то может не попасть, поэтому лучше не рисковать. Итак, прикололи полностью все слои по периметру. Здесь по низу тоже прикололи, чтобы оно у нас было все ровненько. И теперь смотрите, по линиям нашим нам тоже надо в некоторых местах приколоть. То есть сколоть все 3 слоя насквозь вот так. Итак, сканули полностью нашу заготовку, проверили все насквозь, все хорошо, булавочки все на месте. И теперь смотрите, если вы шьете, то есть будете стягать простой обычной прямой строчкой и у вас будут полосы, тогда вам проще. Вы начинаете с этой точки, идете сюда, плечевой срез, горловина, плечевой срез до первой линии. Далее строчите по первой линии, строчите дальше до второй линии. Далее вторую линию, здесь идете обратно к первой линии, и потом через вторую линию идете к третьей вот сюда, по пройме. Вы таким образом одновременно будете и стягать, и делать вот эту вот закрепку. То есть эту закрепку мы будем с вами оставлять, ее убирать будет не нужно. Нам так будет легче сшивать наши детали, поэтому вы можете делать так. У меня же, я шью двойной иглой. И у меня фигурный будет, фигурная строчка, поэтому я сначала прямой строчкой буду строчить по краям, полностью закреплю, а потом отдельно буду строчить вот так свои полосы. То есть я решила, что у меня будут полосы, я уже сказала, да, ширина между полосочками у меня 8 сантиметров, не хочу сильно широкой и сильно узкой тоже не хочу. В общем, стягаем нашу спинку. Я все-таки решила, что соединю края тоже двойной строчкой, я имею в виду двойной иглой, но прямой строчкой. Настраиваю сейчас максимально, серединка и прямая строчка. Это я сейчас прошиваю нижний срез, там где у меня 5 сантиметров, и я его оставлю. Я сейчас прошиваю буквально на 0,5 от полосочки нарисованной. Кстати, когда строчим, обязательно придерживаем и спереди, и сзади, и смотрим, чтобы вот здесь у нас ничего не подворачивалось, то есть чтобы все было ровненько и аккуратненько. И остальные срезы я уже повернула, то есть нижний срез я уже прошила, остальные срезы
Я, наверное, не буду заморачиваться, высчитывать 0,5. Я сделаю на ширину лапки. Мы с вами оставляли припуски 1,5 сантиметра. Нам вполне хватит, чтобы эти строчки закрыть соединительными строчками. Итак, я отстрочила по краям, все края отстрочила. Нужно обязательно проверить, что у нас с изнанки, чтобы все 3 слоя попали под строчку. И что еще хочу сказать, это то, что двойной иглой строчить края на стежке даже еще удобнее. То есть меньше вот здесь растопыривается, распушивается синтепон и подложка. И теперь стягаем нашу спинку. Я все-таки передумала, поставила на СС, поставила на С. Вот видите, какая у меня строчка получается. И она у меня получится вот такая. Я решила такую сделать. Вот такая у меня красота получается. И сегодня я уже, наверное, простягаю спинку полностью за кадром. Завтра мы с вами будем прорисовывать эти же линии на полочке. И будем стягать полочку, но с учетом еще выреза в карман. Ну а на сегодня отдыхайте. Всем пока. Думаю, что этого достаточно.